Герой сегодняшнего видео – ручной инструмент. Но не этот современный набор стамесок, а вот этот инструмент из прошлого века. Это долото, инструмент моего отца. Долгое время я считал его одной из разновидностей стамесок, поскольку формы достаточно похожи. Но не был до конца в этом уверен, а спросить у кого-либо стеснялся. И хотя иногда видел его в руках столяров-блогеров, называвших его долото или долото, ни разу не видел, чтобы кто-то показал, как им работать. И недавно набрел на очень наглядное пояснение одного американского блогера. Для меня стало все понятно, и вот решил поделиться открытием с вами. Если вы уже все знаете про долото, эта тема может показаться вам неинтересной. Хотя, может быть, что-то дополните или меня поправите. А вторая часть этого видео уже не про долото. Здравствуйте, меня зовут Юрий, и я рад вас всех приветствовать. Чем принципиально отличаются стамеска и долото? Прежде всего, профилем сечения. Стамеска более плоская, имеет фаски по краям. Ею решается много разных задач, часто она работает в труднодоступных местах, например, ласточный хвост, и этому обусловлен ее профиль. Она должна иметь абсолютно плоскую лицевую поверхность, угол заточки режущей кромки 25-30 градусов. У долота же всего одна задача – делать гнезда. Долото представляет собой стальной пруток прямоугольного сечения. Лицевая сторона на обоих моих экземплярах имеет небольшую вогнутость, и угол заточки здесь, в заводском исполнении, составляет всего 15 градусов. Это несколько расходится с утверждением американца, о котором я говорил в начале, ссылка на его ролик в описании, который утверждает, что угол заточки должен быть 35 градусов. Возможно, это применимо для твердых пород дерева, я пока не знаю, как правильно, может быть, зрители подскажут. Долото имеет обязательный атрибут – ручка из твердой древесины, усиленная металлическим кольцом, чтобы она не вышла из строя раньше времени от наносимых ударов. Да, по нему бьют и достаточно сильно, и не только деревянной киянкой, но и молотком. Еще одно отличие этих экземпляров. Вот здесь выбита их цена – 1 рубль 50 копеек, в то время как стоимость каждой из этих стамесок в несколько сотен раз больше. Я подправил на инструменте заточку. Ее я производил с помощью тележки-точилки Veritas MK2. При заточке было решено вывести угол 15 градусов, как предполагал производитель. Тем более, что потом переточить на больший угол труда не составит. Точил я на стекле с наждачной бумагой нескольких уровней зернистости. Сам процесс заточки, думаю, не очень интересен, гораздо интереснее применение. Итак, есть брусок, в котором нужно сделать паз, гнездо. Ширина паза по ширине долота, то есть 12 мм. Для разметки я буду использовать уникальный высокоточный инструмент, который примерно моего возраста, то есть тоже из прошлого века. Разметочный инструмент, сделанный моим отцом. Путем точной настройки методом постукивания, расстояние между гвоздиками установлено равным ширине лезвия долота. Я провожу на заготовке сначала одну линию, одной стороной рейсмуса, затем переворачиваю и провожу вторую. Таким образом, получаю ширину предполагаемого гнезда. Ну а начало и конец паза отмечу банально карандашом по угольнику. И проведу еще 2 линии с отступом внутрь, на которые буду ориентироваться при работе. Итак, вот разметка. Я беру молоток среднего размера. У меня нет пока киянки, кроме вот этой отцовской, но она слишком легкая для этой работы, поэтому молоток. Ставлю долото кромкой на внутреннюю линию, выравниваю как можно вертикальнее и наношу удары молотком по рукоятке. И далее, отступая каждый раз 2-3 мм, забиваю долото в заготовку снова и снова. При заходе в материал режущая кромка подрезает поперечные волокна, а благодаря углу заточки материал ломается вдоль волокон и выкрашивается. При этом толстые боковые грани долота, не имеющие фаски, как у стамески, хорошо удерживаются боковыми стенками паза, как бы имеют опору, не позволяя долоту проворачиваться при ударах, что иногда бывает при работе тонкой стамеской. Может быть и есть разница, какой стороной держать долото, скошенной стороной от себя или к себе. Как видите, я попробовал и так, и результат вроде бы одинаково хороший. Как видно, я пока не дохожу до размеченных краев паза, чтобы при наклоне инструмента для удаления стружки не повредить края. Они будут подрезаны в самом конце.
Для получения одинаковой глубины гнезда иногда удобно сделать метку прямо на стержне или наклеить полоску скотча. Ну и так далее, пока не получим нужную нам глубину гнезда. И вот такой получается результат. Это второе гнездо, второе в моей жизни, сделано этим инструментом. Думаю, что я этот способ освоил. А как бы вы оценили результат? Лайка заслуживает? Но скажу честно, я не сторонник этого способа изготовления гнезд. Уже достаточно давно я изготовил вот такое несложное приспособление для точного фрезерования пазов и гнезд с применением ручного погружного фрезера. И даже подробно показывал разные варианты его использования, пример по ссылке вверху справа. Пластина МДФ с профрезерованным пазом по диаметру копировальной втулки фрезера, с прикрученным отрезком алюминиевого швеллера, купленного в строительном гипермаркете. Копировальная втулка входит внутри этого паза. Длина гнезда ограничивается вот этими пластинами, которые крепятся двумя винтами с внутренним шестигранником, вкрученным с обратной стороны в обычные забивные мебельные гайки. А вот этими двумя винтами регулируется расстояние от гнезда до боковой грани изделия. Эта конструкция достаточно универсальна. Ее можно закрепить, например, на краю стола, и уже к ней струбциной можно прижимать обрабатываемые детали. Можно горизонтально, а можно вертикально, чтобы фрезеровать пазы в торцах. А если детали достаточно большие, то можно уже приспособление закрепить на детали, как, например, в видео про декоративную беседку. И, кстати, вот этот вставной шип был сделан для той самой беседки, для использования с этим приспособлением. И он очень удачно подошел по толщине в сделанное мной сегодня гнездо. Думаете, совпадение? По традиции, трехмерную модель этого приспособления, из которого можно получить чертежи и все нужные размеры, я выложу в открытый доступ на своей странице в хранилище SketchUp. Ссылка на нее есть в описании. Вот такие вот варианты изготовления гнезда инструментом ручным и инструментом электрическим с приспособлением. Когда есть выбор, это всегда хорошо. Спасибо вам за внимание, до свидания, до следующей встречи.